В армянском обществе часто возникает спор вокруг вопроса о государственности. Веками проживающие внутри различных народов и в составе различных государств армяне никак не могут ощутить себя государствообразующим народом. Несмотря на подаренную им государственность, они по инерции всегда смотрят на чужие руки, от которых ждут подачки. Наживаться за чужой счет превратилась в их ментальную ценность, чем представители этой уникальной по плохим качествам плеяды вовсе не брезгуют. Обвинить всех в своих бедствиях, требовать от всех безвозмездной помощи, возомнить себя защитником христианства. Это сказки, которые осели в умах всех поколений армян, как твердая идеология. Эти потомки индийских цыган за последние 100 лет стали главными исполнителями всех кровавых событий, которые разворачивались в Малой Азии, в Иране и на Кавказе. В обмен на обещание помочь им построить государственность, эта голодная в славе и величии безродная община превратилась в оружие в руках больших держав. Итог почти векового предательства, подхалимства, посягательства на чужие территории, воровство культурных ценностей народов региона и создание фальшивой истории привел к тому, что на территории Южного Кавказа, на исконно азербайджанских землях с поддержкой России и ряда европейских держав, возникло государственное образование под названием Армения. Потом весь регион был оккупирован Советской империей, и внутри этого государства Армянская область продолжала расширяться, проглатывая все новые азербайджанские территории с легкой руки Кремля. После распада империи зла, опять-таки с разрешения Москвы при ее активной поддержке, потомки индийских цыган, уже накачанные и напичканные дашнакско-фашистской идеологией, взяли инициативу в свои руки. Очередная азербайджанская территория, Карабах, был оккупирован армянами с помощью регулярной советской армии. Начался процесс мирного урегулирования, которым начали манипулировать все сильные державы, имевшие свои интересы в регионе. Прошло почти 30 лет, и так называемая Армения все больше стала зависимой от своего главного покровителя – России. Ведь содержать большую армию, вооружать ее, чтобы дальше держать азербайджанские земли под оккупацией, было слишком дорогим удовольствием, и эта затея требовала больших денег. А в Москве подложили подушку под голову армянской власти, мол, мы же единоверцы, какой вопрос, поможем, чем сможем. Считающие себя самой хитрой этнической группой хайские маразматики даже не подозревали, как поддатый русский Иван обводит их вокруг среднего пальца и превращает в вечного должника. Итог процессов, которые шли в постсоветский период, правильная и четко разработанная стратегия Азербайджана, продуманные ходы Баку. Привлечение большого капитала транснациональных корпораций в наш регион полностью изменили геополитические реалии и в итоге убедивший весь мир в своей правоте. Азербайджан в 2020 году в ответ на провокации и деструктивные действия оборзевшей Армении приступил к освобождению своих земель. Продлившаяся 44 дня, война поставила на колени Армению и сломала ему хребет. Проходит уже второй год с момента позорной капитуляции Армении, но это несостоявшееся государственное образование никак не может встать с колен. Армия и общество Армении полностью деморализованы. Внутри страны царит настоящий хаос. Все политики обвиняют друг друга в предательстве и в работе на азербайджанские спецслужбы. Власти не могут ни утихомирить внутреннее недовольство, ни выполнять обязательства, которые взяли на себя перед мировым сообществом. Возникла патовая ситуация в форпосте России на Южном Кавказе, тем более претендентов на пост губернатора Армении – десятки. На фоне происходящих процессов ситуацию прокомментировал бывший посол Армении в Казахстане, бывший советник президента Армении, который позже стал представителем армянских сепаратистов Карабаха, Арман Меликян. Его трезвая оценка ситуации ввергла в шок всех армян, от политика до рядового гражданина. Хотим мы того или нет, но Армения утеряла государственность. А ее обретение требует нестандартных подходов, отметил Арман Меликян. Он далее добавил, что Ереван пойдет на сотрудничество, в том числе с Анкарой и Баку, если этого потребуют в Брюсселе и Москве.
Это является прямым следствием поражения в 44-дневной войне. Соответственно, действующая армянская власть не способна не только защищать интересы Армении, но и элементарно их четко сформулировать. Хотим мы того или нет, но Армения утеряла государственность. А ее обретение требует нестандартных подходов, которых не проявляет ни власть, ни митингующая оппозиция, подчеркнул он. По оценкам дипломата, вопрос самоопределения и суверенитета Карабаха снят с повестки переговоров. Постбрюссельское же заявление Шарля Мишеля о правах этнического населения Карабаха свидетельствует о том, что вопрос самоопределения и суверенитета Карабаха с политической повестки просто убран. И для Евросоюза абсолютно все равно, каким будет будущий статус Карабаха и в составе какого государства. Главное — поступление в Европу азербайджанских энергоносителей через Турцию. Как результат, Армения сегодня оказался даже в худшей ситуации, чем в начале 90-х, подытожил бывший дипломат. Из этого можно сделать соответствующий вывод, что адекватные люди в Армении понимают суть происходящих процессов. Насколько бы зомбированные политические круги форпоста не пытались поднимать шум в надежде привлечь внимание мирового сообщества, но уже закрытый карабахский вопрос, что ради своих амбиций постсоветские лидеры Армении принесли в жертву ее государственность и обменяли независимость своей страны на политическую поддержку собственной власти. А это уже не утрата армянской государственности, а упущение единственного исторического шанса — стать по-настоящему независимым государством. На этом сегодня все. Если вам понравилось данное видео, то не скупитесь на лайки и комментарии, а также обязательно дополните мнение экспертов своей точкой зрения. Мы же прощаемся с вами, чтобы уже совсем скоро вновь выйти в эфир и рассказать о самом важном, интересном и спорном. Оставайтесь на связи, друзья. До встречи!